Ребята, здравствуйте! Рада вас приветствовать опять в дистанционном формате. Сегодня наше занятие будет посвящено Якутии, флоре и фауне этой замечательной республики, которая не перестает нас удивлять своими аномальными морозами. Ну, давайте сами начнем. Внимание, смотрим! Сегодняшнюю нашу встречу мне хочется начать со стихотворения Валерия Качаева. «Земля бескрайняя, озера синие, сугробы белые, кругом леса. Моя Якутия, моя республика Саха. Росла безвестную, но сердцем щедрую, Россию славила во все века. Моя Якутия, моя республика Саха. Алмазы, золото и песни звонкие дат Отечеству во все века. Моя Якутия, моя республика Саха». Якутия или республика Саха – самый крупный по территории регион России и один из самых крупных административных единиц в мире. Будь Якутия самостоятельным государством, она занимала бы 8-е место в мире по площади. При этом по численности населения Саха остается одной из самых малозаселенных территорий. На одного человека здесь приходится почти 3 квадратных метра. Это обуславливается тем, что почти 40% земель региона расположены за Северным полярным кругом. На такой обширной территории представлено сразу 4 климатические зоны. Большая часть Саха, около 80%, занимает тайга. На севере узкая полоса леса-тундры переходит в тундру и сменяется арктической пустыней. Соответственно, флора и фауна Якутии представлена типичными представителями этих климатических поясов. Растительный мир Якутии. На севере республики Саха раскинулась тундра, где условия для произрастания растений неблагоприятны. За короткое лето земля не успевает оттаять полностью, образуя слой вечной мерзлоты. В верхних слоях почвы скапливается влага, что приводит к образованию болот со скудными залежами торфа. Богатых запасов торфа в тундре не найти, так как самого главного компонента растений здесь мало. В тундровой части Якутии процветают лишь мхи и лишайники. Лишайники представлены огромным количеством видов. Аматории, кладонии, цитрарии. Из кустарниковых можно встретить арктическую толокнянку или воронику. Мхи также произрастают обильно, особенно ближе к южной границе тундры. Еще южнее расположено царство карликовых ив. В узкой полосе леса-тундры, ближе к тайге, произрастают европейские и сибирские ели, лиственницы и осоки. Из ягод много морожки, голубики, клюквы и малины. Зато тайга – это настоящее лесное королевство. В якутской тайге преобладает даурская лиственница, которая неплохо приспособилась к местным суровым условиям и может на зиму сбрасывать свою хвою. Много кедров, ели, берез, пихт и встречаются сосняки. В долинах рек преобладают луговые растения – одуванчики, щавель, можжевельник, смородина, черемуха, крапива и подорожник. Несмотря на короткое лето, в Якутии успевают созревать почти все виды зерновых культур. Самые популярные овощи и фрукты. Например, недалеко от Якутска выращивают сочные и сладкие арбузы. Если флору Якутии представить цифрами, то получается следующее. Высших растений 1850 видов, мхов 575 видов, лишайников 550 видов, водорослей 2678 видов и грибов 600 видов. 19 видов растений Республики Саха занесены в Красную книгу. Животный мир Якутии. Фауна республики сформировалась в палеогене. Именно в этот период здесь появились типичные представители животного мира, приспособленные к условиям сурового климата. Их отличает склонность к сезонным миграциям, значительное накопление подкожного жира, пушистый и густой мех или пух, умение рыть норы в снегу и готовить запасы на зиму. Большинство животных впадает в зимнюю спячку. Большая часть республики лежит в зоне вечной мерзлоты.
Летом почва оттаивает на глубину 3-4 метра, но даже на такой глубине нередко обнаруживаются кости вымерших мамонтов. Особенно знаменито Верлехское кладбище, где обнаружили более 150 скелетов этих доисторических гигантов. Якутия омывается морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем, а потому морская фауна республики представлена довольно богато. Здесь обитает около 240 видов донных позвоночных и почти 140 видов зоопланктона. А вот морских рыб мало – сельдь, камбала и треска. Изредка попадаются полярная акула. В устьях рек ловят омуль, муксуна и нельму. Более широко представлены морские млекопитающие. Местная рыба и зоопланктон служат пищей для нерпы, белухи, нарвала. Есть моржи. Нередко к берегам Якутии заплывают гренландские киты. Но больше всего на численность рыбы оказывает влияние популяции белых медведей и многочисленные птицы. На скалистых берегах гнездятся огромные стаи крачек, чаек и кайры. На ближайших островах встречаются водоплавающие утки, гуси, черные казарки, гаги и черки. А местная розовая чайка и белый журавль, стерх, занесены в Красную книгу. Чуть далее от побережья в зоне тундры обитают песцы, полярные волки, лемминги, полярная сова и куропатки и северные олени. Эти животные обитают в основном в северной части края. На сегодня в Якутии известно 5 популяций северного оленя общей численностью 190 тысяч голов. Ландшафт большей части республики Саха представлен горами и плоскогорьями. Это место обитания снежных баранов и кабарги. В горах водятся черношапочные сурки, пищухи, над вершинами парят орлы, беркуты и соколы-сапсаны. Но больше всего животных обитает в тайге. Роскошные хвойные леса стали домом для белого медведя и лесного волка, рыси и лисиц. Из копытных встречаются и зебры, косули, лоси и кабарга. Но особенно ценятся представители куньих – песцы, горностаи, соболи, росомахи, колонок и ласка. Богата тайга и пернатой дичью. В Якутии охотникам настоящее раздолье – куропатки и тетерева, глухари и рябчики. Особо стоит отметить фауну озер и рек, так как рек в Якутии более 700 тысяч, а озер 800 тысяч. В водоемах обитает более 50 видов рыб, наиболее ценными из которых считаются представители семейства лососевых и сиговых. В 30-е годы прошлого столетия в озерах стали водиться ондатры. В 60-х годах завезли американскую норку, которая успешно акклиматизировалась в местных условиях. И в конце прошлого века в один из улусов Якутии завезли для разведения овцебыков. Эти животные давно обитали здесь, и теперь делаются шаги по восстановлению популяции овцебыка. Жители Саха обладают уникальным опытом разведения крупного рогатого скота в условиях Крайнего Севера. Здесь разводят коров, коз, баранов, быков, а якутские лошади считаются одной из древнейших пород. К тому же молоко у местных коров считается самым жирным, почти сливки. После Арктики и Антарктики Республика Саха считается одним из самых холодных мест в мире. Зима здесь длится очень долго. Например, октябрь и апрель считаются еще зимними месяцами, так как температура в эти месяца опускается ниже 0 градусов. Климат резко континентальный, поэтому зима здесь бесснежная и засушливая, а больше всего осадка выпадает в июле-августе. В Якутии наблюдается самый большой годовой перепад температур от минуса до плюс 40 летом и до минус 60 зимой. Зимой солнце низко стоит над Саха, поэтому дни здесь короткие, а за полярным кругом воцаряется полярная ночь, изредка освещенная северным сиянием. Летом, наоборот, солнце стоит высоко, наступает период белых ночей. Даже на широте Якутска световой день летом длится почти 20 часов.
А дальше, уже по сложившейся традиции, я вам расскажу самые интересные факты о Республике Саха-Якутия. Во всей Якутии нет ни одного населенного пункта, в котором хотя бы один раз не зафиксировался бы мороз ниже 50 градусов. Сезонные перепады температур здесь иногда превышают 100 градусов. Именно на территории Якутии находится самая глубокая вечная мерзлота на Земле. В районе реки Вилюй она достигает 1370 метров. Температуры в некоторых уголках республики зимой опускаются до экстремально низких значений в минус 70 градусов Цельсия и ниже, но в подобных местах люди не живут. По числу дней с отрицательными температурами ежегодно Якутия занимает первое место среди всех географических регионов северного полушария Земли. Порядка 40% территории республики лежит за полярным кругом. Столица Якутии, город Якутск, крупнейший город в мире из числа расположенных в зоне многолетней мерзлоты. Здесь проживает около 330 тысяч человек, или треть от всего населения республики. Во всей огромной Якутии проживает всего около 1 миллиона человек. Плотность населения здесь составляет около 0,3 человек, то есть она примерно в 6 раз ниже, чем в Монголии. Около половины населения республики владеет якутским языком. Всего в мире насчитывается порядка 450 тысяч его носителей, и почти все они проживают здесь. В отдаленных деревнях и селах Якутии до сих пор очень велик авторитет шаманов. И это несмотря на то, что во времена СССР с шаманизмом активно боролись. Якутия – это единственный субъект Российской Федерации, в котором есть сразу 3 часовых пояса. Месяца апрель и октябрь здесь относятся не к весне и осени соответственно, а к зиме. Снег в Якутии лежит до 9 месяцев в году. Некоторые районы республики географически расположены в ее южной части. Из-за суровых климатических условий резко континентальный климат вносит свои коррективы. И эти районы приравнены к районам Крайнего Севера. Дома в якутских городах обычно строят на сваях, чтобы под ними свободно гулял ветер. Если этого не сделать, идущее от здания тепло рано или поздно растопит мерзлоту над ним, и фундамент потеряет устойчивость. В Якутии весьма популярна строганина. Это замороженная сырая рыба, иногда мясо. Обычно соленая, ее просто нарезают тонкой стружкой и сразу едят. Государственными языками в Якутии являются русский и якутский, но в местах проживания представителей других регионов народов России официальный статус имеют и их языки тоже, например, эвенкийский, юкагирский и эвенский. Якутия – самая большая территориально-административная единица на Земле. Здесь проживают представители разных коренных народов России. Около половины населения республики приходится на якутов. Во всем мире лишь Африка превосходит Якутию по числу и богатству месторождений алмазов. Тут добывают около 25% этих драгоценных камней на Земле. Летом здесь всегда случаются лесные пожары, иногда настолько сильные, что в самом Якутске трудно дышать. Но местные жители уже привыкли, тем более, что пожары происходят далеко от населенных пунктов. Просто ветер может разносить гарь на много сотен километров вокруг. На территории республики расположено крупнейшее в России месторождение урана. Запасы урановой руды в нем оцениваются в 3 миллиона тонн. Многие коренные якуты называют себя саха. Палеонтологи установили, что первобытные люди обитали на территории современной Якутии уже более 300 тысяч лет назад. В Якутии находится село Аймикон, самый холодный населенный пункт на Земле. Зафиксированная здесь минимальная температура составила минус 71,2 градуса Цельсия.
Самый холодный город в мире, именно город, а не просто населенный пункт, как Аймикон, тоже расположен здесь. Это Верхоянск, самый северный из городов Якутии, в котором рекорд мороза составляет минус 67,7 градусов Цельсия. Одними из самых популярных якутских сувениров являются различные поделки из бивней мамонтов. При этом даже самые маленькие дешевые предметы всегда комплектуются сертификатом подлинности. Традиционная якутская кухня состоит в основном из мяса и рыбы. В условиях жутких морозов человеческому организму требуется много белка и жира, так что вегетарианские блюда здесь не в почете. В 2012 году в Якутии была сделана уникальная находка, единственная в мире часть туши мамонта с неразложившимися мягкими тканями. Фактически это был свежий кусок мамонта. Сегодняшнее занятие наше подходит к концу. Все самое интересное нас ждет еще впереди. До свидания.